Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Cyberlinks, и сегодня у меня к вам серьезный разговор. Я имею некое желание создать на этом канале рубрику, посвященную коллекционированию кинофильмов. И вот поверьте, ваш отклик сейчас для меня важен как никогда. Любой комментарий, любой палец, кроме среднего, на вес золота. Если вам понравится или не понравится то, что я делаю, напишите об этом. Работаю я на этом канале, как и все остальные участники, за еду, которую сами себе и покупаем. И основной мотиватор для меня – это реакция целевой аудитории. Все, заканчиваю мять сиськи и приступаю непосредственно к теме пилотного выпуска. Мы живем сейчас в эпоху развитого интернета. Что, дед Макар Захоцка? Не, на глобусе Москвы правительство вашего поселка не нашла, так что не портите статистику. Таким образом, практически любой развлекательный видеоконтент вполне реально скачать или посмотреть напрямую из сети. Но, как ни странно, осталась еще прослойка людей, которые предпочитают покупать любимые фильмы в коллекцию на физических носителях, а не приобретать цифру в iTunes, либо в любом другом онлайновом кинотеатре, или, не упаси господи, скачивать с торрентов. К таким вот странным типам отношусь и я. И этот цикл, я надеюсь, что цикл, видеороликов посвящен таким вот людям, а также всем тем, кому любопытна эта тематика. Если копать глубоко, то мое тотальное увлечение собирательством фильмов началось еще в эпоху ВХС. Но сейчас я эту тему затрагивать не хочу, а предлагаю сосредоточиться на более современных цифровых форматах. На сегодня из актуальных на рынке остались старичок DVD, его более продвинутый преемник Blu-ray и самый новомодный, но менее популярный Ultra HD. Формат DVD-видео был представлен еще в далеком 1996 году, а свое повсеместное распространение получил в 2000-х. Российский DVD-рынок 2000-х, как и в случае с VHS-продукцией в 90-е, также разделился на два сектора – лицензионный и пиратский, между которыми также завязалась нешуточная борьба. Справедливости ради надо упомянуть, что первая лицензия на DVD стала появляться у нас начиная с 1997 года, то есть не сильно позже мирового релиза. Но все-таки переход на новый формат стал массово происходить только в 21 веке. И да, в начале лицензионные фильмы на DVD стоили очень дорого. Из-за волшебного свойства российского рубля иметь в разные годы нашей современной истории разную покупательную способность, не буду вас грузить конкретными ценниками на официальные диски. Скажу просто, что для тех людей, кто не наворовал себе состояние в 90-е, такие покупки были обременительны. Уже имея совместно с отцом некоторую фильмотеку на видеокассетах, я в те годы грезил, что когда-нибудь приобщусь к элитному кругу DVD-шников. Тем более этот формат был реальным, прогрессивным скачком по сравнению с аналоговым, кассетным форматом. Кроме цифровой записи фильма, нам предлагалось на выбор несколько аудиодорожек, а также субтитры. Учитывая повальную моду на лицензионных видеокассетах поздних 90-х, на большинство новых фильмов класть дублированный перевод, иметь возможность переключиться обратно на оригинал, а то и вовсе посмотреть весь фильм с оригинальными голосами, подглядывая в субтитры, было сродни волшебству. В более поздний период грамотные пираты довели эту фишку до совершенства и стали класть на диск по несколько вариантов перевода. Дубляж, многоголоску, так называемые авторские переводы, что позволило смотреть любимые фильмы в той озвучке, которая более по душе. А еще, хотя это опять же касается более поздних изданий, у фильмов на DVD, если дело касалось реально хитовых картин, порой было потрясающее анимированное начальное меню, которое задавало тон представляемой картины еще до начала самого просмотра. Кстати, с приходом формата Blu-ray это искусство было постепенно, но верно просрано в угоду строгим однотипным фирменным менюшкам. Но это я что-то забежал вперед. Так что формат DVD был прекрасен, и мне, как киноману с малых лет, ничего не оставалось, как ждать доступных цен на этот заветный плод. Кстати, первые фильмы, что выходили у нас, сейчас представляют, наверное, лишь исследовательский интерес и мало годятся для практической коллекции, так как в них в своей массе не было не только каких-то плюшек в виде интересных меню, а какие-либо дополнительные материалы сводились максимум к текстовой информации об актерах, да и субтитры иногда были только на русском языке, игнорируя язык оригинала.
Но самое главное, формат изображения на многих дисках был 4:3, что, конечно, было обусловлено парком тогдашних телевизоров, но в то же время кромсало картинку по бокам. Хотя зачастую расширяло видимую часть по вертикали, но соотношение сторон экрана – это отдельная тема для дискуссии, и при вашем желании я могу посвятить ей отдельный выпуск. А сам формат 4:3 был тогда доминирующим и на ВХС, так что перенос его на DVD – это лишь переходный этап. Но вот однажды наступил момент, когда пираты всерьез решили взяться за этот лакомый кусок пирога, и DVD пошел в массы. И поверьте, я не пропагандирую пиратство, но это значительный пласт истории видеоиндустрии, так же как это было с игровой индустрией. Пиратство можно одобрять или не одобрять, но отрицать нельзя. Как и в случае с бумом компьютерных игр на дисках в нашей стране, когда одну и ту же игру выпускала куча контор с разным качеством локализации и степенью глючности, такая же история приключилась и с пиратским рынком DVD. Рынок наводнился большим количеством говна, пардон всем, кто сейчас кушал, и найти в этой субстанции бриллиант стало большой проблемой, но зато цены по сравнению с лицухой были ниже в разы. К сожалению, как и на ВХС рынке в свое время, вы же помните все эти экранки и прочий ужас. На пиратском рынке DVD воцарил хаос. Очень много скороспелых релизов представляли из себя промо-копии фильмов, это там, где поверх изображений периодически пробегают предупреждения, или сканы кинотеатральной пленки, этакий апгрейд съемки из кинозала. В самых запущенных случаях опять же использовались камрипы, что условно та же экранка, поэтому вопрос о качестве контента стоял очень остро. И лишь немногие флибустьеры выпускали полноценные зарубежные релизы с добавленными русскоязычными дорожками, а иногда и русскими субтитрами. И таких релизов было бы крайне мало, если бы люди не наелись говна, и не стали интересоваться, а какой источник фильма послужил для выпуска того или иного диска. Впрочем, непривередливому человеку хватало чего угодно, лишь бы не экранка, и обязательно был дубляж. Если там оригинальная дорожка, субтитры, меню или доп. Материалы, большинству людей было пофиг. Большинству, но не всем. True коллекционерами начались формироваться специальные базы данных по релизам, выпущенным на нашей необъятной родине. И если с лицензионными дисками все было понятно, в базу данных достаточно было только занести название фильма, имя дистрибьютора и добавить описание самого диска, то с пиратками все было сложнее, так как на один популярный фильм могло выйти множество схожих внешне, но разных по содержанию пиратских релизов. Та же мегапопулярная «Матрица» была выпущена всеми, кому не лень. Тут и появился метод сортировки дисков по сигнатуре. Сигнатура диска – это такой буквенно-цифровой символ, нанесенный на нижней стороне диска вокруг внутреннего отверстия. И вся партия, отпечатанная с одной матрицы, в данном случае под матрицей я подразумеваю не одноименный фильм, а мастер-диск, с которого уже изготовляется весь заказанный тираж. И вот вся такая партия имеет одинаковую сигнатуру. Базу данных с такими сигнатурами можно найти на сайте r7.org.ru. Низкий поклон создателю этого сайта за то, что поддерживает его на плаву и по сей день. Если нужно было найти свой идеальный релиз, надо было ввести название желаемого фильма и среди многообразия выпущенных дисков найти наиболее тебе интересный вариант. Обычно все искали максимально точные копии зарубежных релизов, так как там были и крутые анимированные меню, интересные бонусы, а зачастую и спрятанные пасхалки. При потрошении содержимого диска для добавления как минимум русской дорожки не всем сборщикам удавалось сохранить безупречную работу всех компонентов DVD фильма. Опять же, это были времена, когда DVD-авторинг еще был в новинку, и люди только набирались опыта на ходу. Для таких случаев база сигнатур становилась незаменимой. Энтузиасты по мере сил добавляли в нее все выявленные косяки той или иной партии. А что наша лицензия? Пиратели, конечно, ее, но печальнее был даже не этот момент, а то, что по прошествии небольшого времени пиратские релизы стали качественнее нашей лицензии. Да, на рынке оставалось огромное количество DVD-шлака,
Но для тех, кто был в теме, как найти в оном шлаке бриллиант, были интересные времена. Еще раз хочу напомнить, что я не одобряю пиратство и всегда готов поддержать копеечкой качественный лицензионный продукт. И в наши дни, до которых мы еще доберемся, если этот проект будет интересен зрителю, есть официальные конторы, которые выпускают очень достойные, не побоюсь этого слова, коллекционные релизы на отечественном рынке. Но возвращаясь к нулевым годам этого века, DVD-индустрия предоставляла нам такой выбор. Или платите дороже за абы как сделанную лицензию, или покупайте дешевле практически полную копию, если утрудитесь поискать, зарубежных дисков с русской дорожкой и русскими субтитрами, а порой и с полностью озвученными дополнительными материалами. То есть расклад был вообще не в пользу лицензии с ее куцым-меню, отсутствием допов и прочими ограничениями. Для объективности необходимо упомянуть, что в нашем регионе выходили и хорошие официальные релизы, как по наполнению, так и по оформлению, которые и сейчас приятно держать в руках. Но затык был в том, что они просто количественно не могли перекрыть потребность масс в поглощении киноконтента. Если индустрии видеоигр в свое время удалось сильно потеснить пиратку на физических носителях, выпуская недорогую, но качественную продукцию за небольшие деньги, то наши держатели лицензии со временем совсем опустили руки и стали клепать так называемые региональные релизы, единственным достоинством которых была сниженная цена. Зато для удешевления авторинга на таких релизах зачастую кроме самого фильма была только одна дорожка, обычный дубляж и статичное меню. Прямо цифровая видеокассета. В принципе, зрителю-не-гурману этого было достаточно, но киноманы-коллекционеры воротили от такой продукции нос. Те, кто были побогаче, с развитием интернет-шоппинга, переходили на покупку зарубежных лицензий. Ну а остальные, кому хотелось иметь любимый фильм на полочке с кучей плюшек и с возможностью посмотреть его как в оригинале, так и с русской дорожкой, волей-неволей заносили денежку флибустьерам. Со временем этот бизнес так крепко встал на ноги, что по аналогии с игровой индустрией стали формироваться пиратские бренды со своей полиграфией, командой переводчиков и прочими индивидуальными особенностями. Подробнее о таких конторах речь пойдет в следующей части этого цикла выпусков. Жду от вас фидбэка. Я все сказал.